Вас в детстве не интересовало, почему шахматная фигура, называющаяся конь, изображает коня, а шахматная фигура, называющаяся слон, изображает какую-то башенку со остроконечным куполом, которую в англоязычном мире кличут епископ? Сегодня я расскажу вам о времени, когда слоны шли в бойни на шахматной доске в реальности, вместе с королем, ферзем, военным советником по-персидски, и конными рыцарями. Но мой рассказ будет не про войну и не про шахматы, а про то, как жестоки могут быть люди по отношению к животным. Если для вас эта тема серьезный триггер, то, может быть, вам лучше пропустить сегодняшнюю лекцию. Мы поговорим о боевых слонах. Возможно, вы удивитесь, но слоны до сих пор не считаются одомашненными животными. Приручить и одомашнить – это не одно и то же. Одомашнить животное означает путем направленной селекции на протяжении более 10 поколений вывести специальный вид, несуществующий в природе и заточенный под нужды сосуществования с человеком. Характерный пример – собака – это одомашненный волк. Вы можете приручить отдельного волка, но он останется волком, и его потомство не наследует его привычки жить с человеком. Собаки же с рождения гораздо более дружелюбны и склонны к дрессировке. Это сделали века сознательного отбора тех животных, которые проявляли большую склонность жить с людьми и выполнять их команды. Так вот, несмотря на то, что человек использовал слонов с незапамятных времен, мы так их толком и не одомашнили. В подавляющем большинстве случаев домашние слоны были отловлены в дикой природе и приручены индивидуально. Они были похищены из их мира, их характер был сломлен, и они были научены выполнять команды и мириться со своим пленом. По меньшей мере с бронзового века и до сегодняшнего дня слоны таскают бревна на стройках, тянут тяжелые повозки на фермах, возят людей по джунглям и бездорожью и возглавляют религиозные процессии. Почему же люди не одомашнили таких полезных животных? Кошек одомашнили, коров одомашнили, шелковичного червя одомашнили. Почему не слонов? Несколько причин. Во-первых, продолжительность жизни слона и скорость его развития сравнимы с человеческими. Слоны живут примерно столько же, сколько люди, и достигают полового созревания в 15-18 лет. При этом беременность у слоних длится 2 года, и, как правило, рождается ровно один слоненок, раз в 4-5 лет. Сами понимаете, организовать массовое разведение, да еще и отбор по необходимым признакам, такими темпами просто невозможно. В прямом смысле слова не хватит человеческой жизни. Не говоря уже о том, что содержание слонов в неволе очень дорогое и хлопотное дело. И содержать целое стадо слонов, необходимое для прицельного отбора, вообще практически невозможно. Но поскольку, и это во-вторых, слоны, особенно индийские, отлично дрессируются, то людям просто не было смысла маяться с их разведением в неволе. Их отлавливали в юности, дрессировали, обучали и приставляли к работе. Слоны исключительно умные животные. Они запоминают до 30 команд, и их можно научить выполнять довольно сложные порядки работ, как индивидуально, так и парами и даже в команде. Слоны – одни из считанных животных, которые достаточно умны, чтобы узнавать себя в зеркале. Они могут использовать орудия, пользуясь хоботом как рукой. Им хватает ума сносить электрифицированные заграждения, используя бревна и камни. К сожалению, обратной стороной высокого интеллекта слонов является их исключительная эмоциональность. Слоны не просто очень умные животные, их эмоциональная чувствительность сродни человеческой. Они не просто оплакивают умерших родственников,
Они были замечены за ритуальными действиями вокруг покойных и над их могилами. Они впадают в депрессию и приходят в ярость, как люди. Их гордость можно задеть, что делает их, с одной стороны, уникально дрессируемыми, потому что на них можно при умении эффективно влиять, но и столь же уникально ранимыми и проблемными. Слоны довольно плохо переносят неволю. В природе у слонов очень своеобразная и сложная социальная организация. Слонихи живут сплоченными стадами под руководством матриарха, а самцы живут или поодиночке, или мальчишескими компаниями. При этом им нужна большая территория. Если запереть слона в клетке, особенно слониху в одиночке, они начнут в прямом смысле слова чахнуть от депрессии. Что, кстати, является вероятной причиной того, что слоны плохо размножаются в неволе. И это третья причина того, что слонов не удалось одомашнить. Но несмотря на свою эмоциональность и нелюбовь к плену, слоны остаются удивительно неагрессивными животными. И именно поэтому люди могут их ловить и приручать. Еноты гораздо меньше слонов, но их не удалось еще приставить к стирке, потому что они злые животные, а слоны добрые. Они неоднократно были замечены за тем, что они спасают из беды не только своих родственников, но и животных других видов. Слоны часто идут на собственное неудобство, чтобы не причинить неудобства человеку, с которым они работают. Именно поэтому сам факт того, что люди смогли заставить слонов работать на войну, вызывает дополнительное отвращение. Сейчас дикие слоны живут только в Африке и в Индии. Похоже на то, что в древности слонов было больше. Было больше видов представителей семейства слоновых. Мамонты вообще бродили по всей земле, но и слоны уже в историческую эпоху жили в местах, где теперь они не водятся, к примеру, в Месопотамии и в Китае. И повсюду люди ловили и дрессировали этих добрых гигантов, чтобы использовать их в первую очередь в хозяйстве. Слоны таскали грузы и помогали расчищать джунгли еще в дописьменную эпоху. Но потом появляются эпосы, и в них слоны начинают участвовать в битвах царей и богов. Многие персонажи Махабхараты описываются как мастера в искусстве боя на слонах. Древнеиндийские короли заявляли, что армия без слонов так же бессмысленна, как лес без льва, королевство без короля и доблесть без оружия. Ловля, дрессировка и управление боевыми слонами были одним из самых важных навыков, которым обучали в старинных военных академиях. Шри-Ланка не только широко использовала боевых слонов, но и экспортировала их по всему Ближнему Востоку. Армия Александра Македонского впервые столкнется с боевыми слонами в сражении при Гавгамелах с персами. Александр был так впечатлен, что после победы забрал себе их боевых слонов. И, провозгласив себя царем Азии, он начал носить шлем в виде слоновьей головы, потому что слон стал для него символом верховной власти и доминирования. Когда Александр дошел до Индии, его воины уже так поднаторели воевать против слонов, что смело бросались в близкую атаку и умудрялись ранить зверей в незащищенные доспехами части ног. Потому что, как бы велики и могучие они ни были, у слонов как боевой единицы были совершенно неискоренимые недостатки. Пожалуй, что основной и самой действенной силой боевых слонов была психическая атака. Мы говорим о временах, когда люди, как правило, в первый раз встречали другие племена с другими культурами и животными на поле битвы. И даже самые закаленные тренированные армии, впервые в жизни столкнувшись с боевыми слонами, пугались до икоты. Когда Александр Македонский впервые увидел слонов царя Дария, он принес в жертву богу Фобосу, богу страха. И это была нормальная реакция. Слон – самое большое сухопутное животное на Земле.
Он издает странные и очень громкие звуки. Люди просто не понимали, что это. Звери, сказочные чудища, природные стихии или местные боги. Слонов еще нарочно обрежали в пестрые ткани и блестящие доспехи, чтобы сделать их еще более импозантными. Хотя для большинства свежих зрителей они и так были достаточно впечатляющими. Целые армии бросались на утек. Лошади вообще впадали в панику, и индийские цари нарочно выставляли слонов на фланги, куда типично шли кавалерийские атаки, и таким образом полностью выводили вражескую конницу из строя. Но, как правило, этот эффект довольно быстро выветривался. Точно так же, как Александр Великий, другие военачальники быстро осознавали, что слоны – это не демоны ада, а всего лишь очень большие лошади. И они начинали применять против них специальные меры. Давайте для начала рассмотрим нормальное боевое оснащение и подготовку боевого слона. Вообще слон, конечно, способен не только пугать и впечатлять. Слон весит порядка 5 тонн, и он может развивать скорость мотоцикла. И слоны были очень эффективными таранами, которые можно было направить как на ряды неприятельской армии, так и на постройки и на заграждения. Ворота старинных индийских замков утыканы огромными шипами, именно для предотвращения слоновьих атак. Иногда слонов связывали парой огромным бревном на цепях. И такая пара превращалась в гигантский бульдозер, просто сметавший строй врага. Как правило, слонов отправляли в битву первыми, расчищать путь пехоте и кавалерии. Слонов также тренировали драться хоботом и бивнями и разбрасывать людей в стороны. Крупные слоны, по свидетельствам, могли поднять в воздух и бросить в сторону всадника вместе с лошадью. Их бивни были страшным оружием, тем более, что на них часто надевали железные штыки. Для этого бивни приходилось стачивать. Представьте себе 2 гигантских меча, двигающиеся на вас со скоростью 40 км в час. На бивни иногда также надевали цепы, это железные шары на цепях. Жуткое дело. Неудивительно, что даже матерые ветераны бросались в рассыпную от такой махины. Но, оправившись после первого шока и поражения, противники, как правило, осознавали значение слонов и делали их главной первейшей мишенью. Благо их размер позволял бросать копья и стрелять из луков почти не целясь. В свою очередь, хозяева слонов старались по возможности защитить свои дорогостоящие живые танки. В музеях хранятся полные и частичные комплекты слоновьих доспехов, простейшие из которых это просто тяжелая шерстяная попона, до некоторой степени тормозящие стрелы, и вплоть до полного комплекта, включающего нагрудник из металлической чешуи, кольчугу, поножи и шлем. С особой заботой защищали хобот. Хобот вообще очень чувствительное место, и раны хобота причиняют слону сильную боль. Кроме того, защита хобота должна была быть гибкой, потому что слон в битве пользовался хоботом. Поэтому хобот спереди защищался кожаной накладкой с металлическими пластинами. В принципе, кожа самого слона очень толстая, и даже без доспехов слон неплохо держался против лучников. Свидетели пишут, что слоны возвращались из битв, утыканные стрелами, как дикобразы. Но главная проблема с боевыми слонами была не в этом, а в том, что, как я уже говорила, слоны не являются естественно агрессивными животными и не склонны к яростным атакам. Ну, то есть, разумеется, они будут защищать свое потомство, и в короткий период бешенства самцы, совершенно одуревшие от тестостерона, жестоко дерутся друг с другом за самок, и к ним лучше не приближаться. Но это исключение, а большую часть времени слон – это совершенно пассивное и даже ласковое создание. Слоних поэтому вообще в боях не использовали, только самцов. И тех в битву гнали насильно, предварительно
доводя их практически до безумия. В третьей книге Маковейской, это в Ветхом Завете, описывающей, как царь Птолемей III третировал евреев в Египте, читаем. Тогда царь, исполненный сильного гнева и неизменной своей ненависти, призвал Ермона, заведовавшего слонами, и приказал на следующий день всех слонов числом 500 накормить ладаном, возможно, в больших приемах, и вдоволь напоить цельным вином. И когда они рассвирепеют от данного им в изобилии питья, вывести их на иудеев, обреченных встретить смерть. Это была нормальная практика не только в Египте, но и в Персии, Индии, в Китае, везде, где люди делали из слонов солдат. Перед битвой их опаивали вином, для которого, кстати, слоны большие охотники, и они легко становятся алкоголиками, и окуривали их дурманящими курениями. После чего их тыкали пиками, приводили в безумную ярость и в таком состоянии гнали в бой. На шее каждого слона сидел погонщик, махаут, специальный высокопрофессиональный человек, тоже, как правило, пьяный и обкуренный, который направлял слона специальным острым крюком, анкусом. И поскольку разъяренный и доведенный до отчаяния от боли слон перестает хорошо слушаться команд и может начать неуправляемо уничтожать все на своем пути, включая тылы собственной армии, то у махаута был еще и молоток и отравленное зубило, чтобы в самом крайнем случае он мог вогнать его в основание черепа животного и убить слона до того, как он начнет топтать своих. Потому что это происходило чаще, чем хотелось бы. Итак, первое столкновение с боевыми слонами было для любой, даже самой дисциплинированной и опытной армии просто кошмаром. Но достаточно было командирам прийти в себя и осознать, что они имеют дело не с проклятием богов, а просто с крупными животными, как они без труда придумывали методы борьбы с пьяными танками. И главным из этих методов были шипы. Гвозди, вбитые в доски остриями вверх, были очень простым и исключительно эффективным методом против слонов. Наступив на такую доску всей своей огромной тяжестью, слон причинял себе нестерпимую боль, которая могла его полностью дезориентировать и парализовать. Такого слона можно было уже окружить и добить на месте пиками и специальными тяжелыми слоновыми стрелами. Против слонов также копали ямы с кольями на дне и траншеи, как против кавалерии. Элефантерия, кстати, называется воинское подразделение на слонах. Более того, слонов можно было загнать в ловушку из траншей или огня, отрезать их от сопровождающей пехоты, поймать и забрать себе, потому что это был очень дорогой и ценный трофей. Во многих странах, особенно в Индии, количество слонов у царя или раджи измеряло его власть и авторитет. И в феодальную эпоху главные индийские цари брали с вассалов дань боевыми слонами. Во-первых, лишая их этой важной боевой единицы и ослабляя их армию, а во-вторых, добавляя авторитета себе и унижая вассала. На самом деле не нужно было убивать слона. Достаточно было убить махаута, и слон терял контроль и начинал приносить больше вреда, чем пользы. Погонщики слонов чаще всего были их дрессировщиками, которые по многу лет воспитывали этих слонов. И между слоном и человеком завязывалась настоящая дружба. Однажды, когда армия Пира, того самого, который Пирова победа, пыталась штурмовать город Аргос, один из слонов, даже имя его сохранилось, Никон, потерял своего махаута. Он начал метаться, топча на пути врагов и своих. В конце концов нашел своего друга мертвым, поднял его хоботом, уложил себе на бивни и попытался вынести его из схватки в тыл, по дороге сметая на своем пути целые отряды собственной армии. В этом хаосе царь Пир был убит. Также слонов можно было напугать. Вообще боевых слонов заранее приучали не бояться шума битвы.
Но даже тренированных армейских слонов можно было отпугнуть достаточно необычным шумом. Византийская крепость однажды отпугнула от себя персидских слонов-таранов, вывесив на веревке за стену визжащую свинью. А когда войска македонского царя Антигона осадили греческий город Мегару, греки обмазали стадо свиней чем-то горючим, подожгли их и выпустили из ворот навстречу македонской армии. Стадо горящих, метущихся и визжащих в агонии свиней распугало слонов и привело к тому, что они растоптали сотни человек собственной армии. Тимур, меч ислама, дед Улугбека, тоже применил однажды живые брандеры, выпустив на персидских боевых слонов верблюдов, навьюченных горящим сеном. То есть, подытоживая, использование боевых слонов было крайне опасным и ненадежным делом, и поэтому римские авторы вообще противопоставляли их римское цивилизованное военное дело, основанное на дисциплине и четком командовании армией, варварскому восточному стилю ведения войны с криками, воплями, огромными хаотическими толпами и слонами, что, впрочем, не помешало им отобрать слонов у карфагенян и начать широко применять их по всему Средиземноморью. Самой знаменитой слоновой операцией той эпохи был, конечно, марш Ганнибала через Альпы. Это, кстати, был хороший пример того, насколько слоны – рискованная военная единица, рассчитанная больше на эффект. Сама идея ударить по Риму с севера, да еще и со слонами, была, конечно, очень бравой и эффектной. Но тащить слонов в заснеженные Альпы было порядочной глупостью, и Ганнибал потерял часть слонов уже на марше, и все остальные не пережили первой же зимы в Италии и успели поучаствовать только в одном сражении. Постепенно, благодаря римлянам и их наследникам, боевые слоны стали известны по всему Средиземноморью и Передней Азии. И они потеряли свою силу обращать неприятеля в бегство одним своим видом. Даже в Северной Европе уже прослышали о слонах. И хотя они все еще фигурировали в бестиариях наравне с драконами, с которыми у слонов, по уверениям многих средневековых авторов, была кровная вражда. Люди, по крайней мере, были уже в курсе, что они существуют. У каролингского императора Карла Великого был даже один слон – Абул-Аббас, подарок халифа Гаруна аль-Рашида, которого Карл таскал с собой, когда пошел войной на датчан, где слон и умер. А еще, по легенде, Гарун аль-Рашид подарил Карлу набор шахмат из слоновой кости, где фигура слона изображает боевого слона с башенкой на спине. В принципе, слоны часто носили на спине беседку под названием хауда, в том числе и в мирное время, но с усовершенствованием и распространением методов сопротивления слоновьим атакам функция слонов начала смещаться от таранных машин и танков к, так сказать, предшественникам вертолета. Слонов уже не гнали в битву впереди пехоты, а использовали как мобильную возвышенность во втором ряду, на котором помещалось или командование, или дальнобойные стрелки. И они как раз сидели в этой башне, которая при необходимости была достаточно укрепленной, но никак не из кирпичей, как изображали европейские средневековые иллюстраторы. Слоны у них тоже выходили совершенно замечательными. Из хауды царь или военачальник мог с безопасной высоты обозревать поле битвы и отдавать команды. Или там можно было разместить целый взвод лучников, предоставляя им выгодную приподнятую позицию, к тому же еще перемещая их по необходимости куда нужно и держа их в стороне от рукопашной свалки внизу на земле. Обычно слон нес помимо погонщика еще 3-4 человек. Китайские боевые слоны могли нести на себе башню, где помещалось 10 человек. Впрочем, рассказы о них опять заканчиваются тем, что слоны растоптали собственные войска. В Камбодже, в средневековой Кхмерской империи, на слонов устанавливали баллисты, такие очень большие арбалеты, делая их портативными. И это был уже шаг к окончательному переводу слонов из
атакующей боевой единицы в тягловую силу. Во времена пороха использование слонов в войнах резко уменьшилось. Их стало слишком легко убить. И поэтому их продолжали использовать только в тех странах, где слон считался непременным символом авторитета, и без слона армия была не армия, и военачальник просто заморышем. Ну и там они по большей части таскали за собой пушки и только иногда таранили ворота. И все чаще слоны вступали в сражение только на шахматной доске, где они все еще имели огромную силу и впечатляющую скорость и свободу передвижения. Еще в средневековых шахматных наборах мы можем найти слонов в виде слонов. Но арабы, благодаря которым шахматы распространились по Европе через Испанию и Италию, не очень любили изображать животных, и в их варианте слон превратился в башенку с бивнями, которую европейцы приняли кто за шута, а кто за епископа. Конь и король в арабских наборах тоже выглядят довольно абстрактно. Долгое время шахматные наборы сильно отличались от страны к стране, пока в середине XIX века в Англии не ввели неоклассический стандарт, который, скорее всего, знаком вам, с лошадью, сделанной по модели барельефов Пантеона, епископом со остроконечной митрой и королем и королевой в коронах. И боевые слоны исчезли с шахматных досок, как еще раньше они исчезли с полей битв. И это была история боевых слонов. История животных, которые были слишком добрыми и послушными. Люди в прямом смысле слова сели им на шею и научили убивать. Носорогов ведь так и не научили, хотя желание было и были попытки. Но носороги не тренируются и не управляются. На этом основании люди считают их глупыми, потому что они не хотят выполнять команды людей. Люди очень часто оценивают положительно тех, кого они могут эксплуатировать, и отрицательно тех, кого не могут. Оставлю вас сегодня с этой интересной мыслью. Играйте в шахматы, подписывайтесь на мой канал. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. До свидания.